Приветствую! По биткоину началась долгожданная коррекция, и мы должны поправить наши графики. Мы уже давно пришли в расчетную зону волны 5, и пытавшись вычислить досконально последнюю точку, зона определена верно, но вот эти уже более мелкие таймфреймы немного растянуты. Вот так была завершена волна, это можно удалять. Волна 3 глобально завершена. Что у нас сейчас? Это уже все можно тоже убирать. Цели все были достигнуты. Куда ожидается коррекция? Коррекция у нас ожидается практически в ту же самую отмеченную зону, где и ожидалось ранее, и мы в нее уже пришли. Давайте посмотрим поближе. Часовик. Закончилась ли коррекция? И можно с большой вероятностью сказать, что это еще не конец коррекции. Я жду ее еще ниже. Здесь прослеживается явный импульс, который даже еще не завершен. Думаю, нас будут возить в этой коррекции еще несколько дней. Последний лой мы должны еще разок обновить. И после того, как мы развернемся и пойдем наверх, возможно, все радостно будут покупать, после чего, если бы я управлял рынком, я бы еще раз обновил лои. Уровень вот этот мы вряд ли пробьем. За ним надо будет особо следить. Пока что мой прогноз вот такой, что у нас еще раз обновятся лои, пойдем наверх и еще раз пойдем вниз. Что у нас по эфириуму? По эфириуму практически такая же ситуация. Единственное, мы не дошли до расчетной зоны, как и ожидалось, коснулись ее кое-как и развернулись в коррекцию. Под волны тоже можем сносить. Посмотрим на 4 часах, как все это дело выглядит. Так, если мы пошли уже глобально вот в эту коррекцию большую, корректировать весь импульс, то зона наша коррекционная также уже зацеплена. Вот она. Так, не то удалил. Вот это оставляем. Так, на более мелких таймфреймах на часовике сейчас посмотрим. Но это также у нас импульсно выглядит. Давайте можем даже этот импульс отметить. 1, 2. Здесь у нас троечка. Пойдем наверх, вниз. И это будет всего лишь подволна А. Думаю, нас еще повозят. Так, завершилось ли движение вниз? Посмотрим. Побольше посмотрим. Сколько у нас? 122 дня? Нет, у нас даже еще третья волна не завершена. Думаю, здесь нас по эфириуму тоже еще хорошенечко повозят. Еще ниже, с большей вероятностью, мы сходим. По риплу была надежда, что пойдем наверх, но, как ожидалось, обрушились вниз. Что это у нас сейчас такое? Так как мы превысили вот этот пик, я сейчас это воспринимаю как завершение волны B здесь. Здесь волна C, она, естественно, импульсная, и ожидается рост в волну D для продолжения нашего треугольника. Пока это все в силе. По риплу прогноз такой же. Болтаемся вот в таком диапазоне, в этой зоне. Сильно ниже, пока не вижу, чтобы сходили. Все возможно. По дэшу также мы уже давно добили до расчетной зоны. Выше мы не пошли. И сейчас мы также пошли в коррекцию. Глянем на часовиках, как и на других монетах, ранее рассмотренных. Также, думаю, будет аналогичное движение. К тому же это все подтверждается и движением на самом дэше. 1, 2. Здесь у нас будет 3, 4, 5. И потом уже дальнейшее движение будет видно. Возможно, треугольник здесь будет, но пока оставлю вариант с самым простым движением, самым простым вариантом коррекции АБЦ. Дальше АДА. По АДе у нас тоже все нормально. Из расчетной зоны мы пошли вниз. Все это можно убирать. Так, на 4 часах что у нас тут отмечено? Просто последний импульс, да? Тем более это все можно уже убирать. Это уже не актуально. Так, на часовиках. На часовиках это выглядит уже по-другому, не как на тех коррекциях, на тех монетах коррекции. Здесь при желании можно уже даже нарисовать, что якобы коррекция завершена. АБЦ. Но все это, естественно, может трансформироваться в более сложный вариант коррекции, где вот данное движение было только волна W, потом будет X, потом Y. Давайте померим, куда у нас должна была дойти волна C. Волна C у нас должна была дойти, вот в эту зону она, в принципе, сюда и дошла. Так, допустим, если мы уже развернулись наверх, куда пойдет волна X? Волна X у нас должна пойти
вот в эту зону. Ориентировочно вот сюда. А смотрите, даже она уже цепанула. Но характер движения не тот. Думаю, еще погуляем здесь. Если не будет усложнений, волна X может и в треугольник превратиться, но пока вариант вот такой отмечу. Главная мысль по всем монетам, что лои еще это не последний. Еще раз мы их обновим. Давайте глянем дот. По дот я заранее, по полкадоту заранее нарисовал, какое движение вижу. Единственное, обращаю внимание вот на эту зону отмеченную. Это своеобразный такой магнит для цены. С большой вероятностью мы в верхнюю грань допридем, либо возле нее. Так, на часовиках, как видите, отметил, что это также волна А с большей вероятностью. Обновим лои, пойдем наверх и потом будет видно дальше. Пока ближайший прогноз это обновить лои. Еще разок срубить стопы, кто уже здесь их успел понаставить. BNB просили в комментариях. По BNB хочется сказать, что это монета биржи Binance. Она торгуется на Binance. И цену ей могут рисовать абсолютно любую. Хоть 100 тысяч долларов. Поэтому памп ее очень сомнительный. Но если воспринимать ее чисто как движение цены, то вот также идет коррекция. Будет ли здесь обновление лоев? Вполне возможно и нет. Пока нет. Скорее всего, если все пойдут обновлять лои, то и BNB пойдет. Так что рассчитывать, что здесь стопы ваши не срубят, это опрометчиво. Затем, как все пойдем наверх, и еще раз лои-то мы точно обновим, может быть, чуть попозже. Здесь отмечена такая же зона, как на Polkadot. Такая зона магнитная, так сказать, куда просто тянутся цены. И где с большей вероятностью можем мы их увидеть. Пока прогноз вот такой. Идет коррекция с большей вероятностью, ну, даже вот по этим движениям, которые я отметил, по всем монетам. Давайте на примере биткоина. После всех вот этих колебаний и срубания стопов мы в конечном итоге все равно с большей вероятностью пойдем обновлять эти вот 58 тысяч. Когда здесь уже всех соберем, когда многие разуверятся, когда большинство будет скидывать, вот тогда мы и пойдем повыше. Пока все еще верят и сидят и усредняются, и докупают. А потом, когда мы обновим хаи, все, кто здесь усреднялся и сидели без стопов, уверуют, что все классно, в следующий раз тоже так прокатит. Возможно, еще раз эта техника сработает и еще раз. В конечном итоге, когда рынок будет разворачиваться окончательно, никто не поставит стопы и все уйдут в инвесторы долголетние. Ну, либо закроются в минус. Пока на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите в комментариях ваше мнение, разворот ли это, коррекция, докуда дойдем. Удачной торговли и счастливо!